Всем добрый день, это видео про секс. Рекомендую к просмотру всем мужчинам это видео о женщинах. И наоборот. То есть я имею в виду, что женщины, если посмотрят это видео, также много найдут полезной информации. Давайте начнем. Что же я имею в виду? По статистике и как я это вижу по клиентам, которые ко мне приходят, женщины, не все удовлетворены семейной жизнью, семейным сексом, которых у них есть. Примерно 80% женщин занимаются сексом с мужьями, с парнями, неважно, там официальный или гражданский брак, не из чувства, то, что они хотят этим заниматься, а из чувства надо, потому что они по каким-либо причинам боятся отказать, боятся сказать, что они не хотят заниматься, боятся последствий этих. И лишь 20%, это опять же, это общемировая статистика, и я сужу по своей статистике, по своим клиентам. 20% женщин говорят, что они этим занимаются по любви, именно тогда, когда они хотят, потому что это очень важно. У мужчин все просто. Если у мужчины член стал, он хочет секса. Он смотрит на жену и говорит ей, либо намекает, что давай займемся сексом. И в этом случае женщина начинает, перед ней встает выбор. Либо сказать мужчине нет, если она не хочет, опять же, если не то время, не то место, не та атмосфера, не то положение и так далее. Либо она соглашается, опять же, по различным причинам. У всех причины совершенно свои. Как я сказал, мужчины, физиология мужская, она совершенно другая. И возбуждение происходит буквально за считанные секунды. То есть можно взять член в руки, как, допустим, при мастурбации, и сразу же происходит эрекция. Мы сразу же возбудились. А у женщин процесс возбуждения, он достаточно долгий. То есть нужно создать атмосферу, нужно создать обстановку, подготовить, чтобы женщина полностью вам доверяла, чтобы она сама этого хотела. Ей важно поговорить о чувствах. Это сейчас вот я говорю конкретный пример, опять же, с какими проблемами ко мне обращаются. Допустим, мужчина говорит, то, что у меня есть жена, у нас сексуальная жизнь очень плохая, вообще никакая. Я чувствую где-то на подсознании то, что она не хочет со мной заниматься сексом, но мы занимаемся с ней. И он рассказывает, я у него спрашиваю, как у вас все происходит? Ну как? Я прихожу домой, там, снял штаны и говорю, я хочу сейчас заняться с тобой любовью. Я начинаю заниматься сексом. Конечно же, женщина это делает не, опять же, по разным причинам. Женщина это делает не из тех чувств, что она хочет, она это делает из принуждения. Вот теперь всем лайфхак мужчинам, запоминайте и слушайте. Для того, чтобы женщина заняться сексом, нужно сначала создать атмосферу, нужно сначала подготовить ее к этому. То есть создать какую-то романтическую обстановку, сделать ей массаж, выслушать ее. Важно спрашивать о ее чувствах, хочет она сейчас заниматься или нет. Подарить ей перед этим какой-то подарок, сделать ей приятно, посмотреть какой-то фильм, я не знаю, создать именно эту интимную обстановку доверия, обстановку интимности и сексуальности. Потом, опять же, не сразу же приступать к сексу, а сначала трогать ее тело, говорить ей нравится, не нравится, удобно ей, неудобно. Опять же, грубо говоря, спросить ее, ну вообще до этого, хочет она и не хочет этим заниматься в данный момент. После того, как произошел секс, как мужчина кончил, многие мужики думают, так, ну все, если я кончил, семяизвержение произошло, секс на этом закончился. Это у мужика секс на этом закончился. У женщин, опять же, из-за физиологии. Потому что, ну, они другие, и мы другие, и это нормально. У них, когда только у мужчины произошло семяизвержение, у них не заканчивается на этом секс. После этого обязательно нужно спросить, тебе понравилось или нет, что было не так, как ты себя чувствуешь, что ты чувствуешь после секса. То есть для них также важно, для женщин я имею в виду, продолжение. Если мужик опять же, по статистике, как часто бывает, занялась пара сексом, мужчина кончил, через 2 секунды он отвернулся и храпит. Все, он уже получил свое, и он заботится только о себе. Это не надо, как сказать, не надо так делать, это плохой пример. После секса нужно поговорить с девушкой, с женой, с женщиной, как ей понравилось, не понравилось, что было не так, что она чувствует, что она хочет, чтобы на будущее как-то смоделировать ситуацию, может где-то что-то сделать, чтобы ей также доставить удовольствие. В этом плане не нужно быть эгоистом, не нужно только удовлетворять свои сексуальные потребности. Ну, то есть мужчина захотел кончить, они занялись сексом, он кончил и все. Также нужно прислушиваться к женщине. И женщина тут должна уже проявить какую-то свою смелость, какую-то свою позицию. Говорить, она должна открыто говорить, конечно, не должна, ладно, это такой своеобразный оборот, игра слов,
чтобы она говорила мужчине, чего она хочет, как она хочет, в какой обстановке, в какой позе, какая чтобы была продолжительность. Многие, опять же, мужики думают, что женщина постоянно испытывает с ним оргазм. Но это немножко не так. И женщины испытывают оргазм не при всех половых актах. Это там статистика всего 50 на 50. Там, берем 10 половых актов, 4 раза женщина испытала оргазм, либо 5 раз, а 5 раз, либо 6 раз не испытала. Опять же, это нормально. То есть у женщины нужно спрашивать, что нужно сделать мужчине, как нужно, какую технику, какое внимание, какую заботу, какую любовь проявить, какие телодвижения, чтобы женщина именно испытала оргазм. И если она не испытала, то опять же это нормально. Кстати, некоторые женщины могут испытывать во время полового акта 2 и более оргазмов. Это мультиоргазмичный, но на самом деле это довольно редко такое бывает. Но опять же это есть. Если вам, опять же, вы спросите вашу жену, вашу девушку, испытывает ли она оргазм, и она вам говорит, конечно, там, Василий Васильевич, там, Иван Иванович, я каждый раз с тобой испытываю оргазм, причем несколько раз, это немножко не так. Тут либо нарушена между вами связь, интимность и доверие, и она вам не говорит правду, ну, либо вы счастливый человек, и вы половой гигант, вы доставляете женщинам удовольствие, и она испытывает каждый раз, по много раз оргазм. Ну, опять же, естественно, нужно в этом разбираться. Но прежде всего, перед тем, как мужчина занимается сексом с женщиной, нужно понимать то, что мы разные, мужчина и женщина. Возбуждение у женщин и у мужчин совершенно разно проходит и протекает. И секс не заканчивается после семяизвержения, после того, как мужчина кончил. Секс продолжается. И опять же, еще один такой лайфхак. Нужно подготовить почву, подготовить информацию, подготовить обстановку доверительную, чтобы женщина сама этого хотела. В общем, и еще, кстати, важно, если есть какие-то моменты, то какая-то злость, обида, то не стоит говорить «ты». Допустим, я хочу, чтобы ты изменил то-то, то-то, то-то. Когда говорят слово «ты», тогда это как нападение, это как агрессия. И каждый нормальный человек начинает защищаться от агрессии и от нападения. Лучше говорить, что я чувствую, что я хочу. То есть я хочу, чтобы изменилось вот это, вот это, вот это. Мне приятно, когда вот так, вот так, вот так. Это я сейчас говорю и для женщин, и для мужчин. То есть очень важно вообще построить диалог. Спросите себя сами, когда вы последний раз своей девушке, своей жене, своей женщине говорили о таких вещах, а тебе нравится со мной заниматься сексом или нет, а что тебя устраивает, что не устраивает, а как бы ты хотела. Вообще поговорить о чувствах, а что она чувствует перед, что она чувствует во время интимной связи, интимной близости, что она чувствует после этого. Это я сейчас говорю к тому, что наберите смелости, спросите эти элементарные вопросы своей девушки, своей женщины, своей жены, и вы услышите, возможно, те ответы, которые... Возможно, вас эти ответы напугают, но это будет реальная информация. Но перед этим, опять же, нужно создать доверительную атмосферу, доверительную обстановку, чтобы она вам доверяла. Потому что если вы один раз, она вам доверилась, а вы в это время поиздевались над ней, ну я имею в виду словесно, подстегнули ее, какая-нибудь там, не знаю, агрессивная форма была, подшутили на ней как-то жестко. Естественно, она это запомнила, и потом второй раз очень-очень тяжело потом снова открыться и довериться человеку. Для этого нужна большая сила воли, большая энергия, большое желание и стремление. Ну, то есть, если вы испортили уже эту ситуацию, то попытайтесь ее по-новому возобновить, попытайтесь по-новому этот диалог как-то провести, проявить, поговорить о чувствах. Это очень-очень важно. Также я хотел сказать то, что женщины любят заниматься сексом, так же как и мужчины. Опять же, тут связано все с половой конституцией. Там, у мужчин, вообще у людей есть 3 вида половой конституции: слабая, средняя, сильная. Попытайтесь спросить у своего полового партнера, какая у него половая конституция, сколько раз в неделю, в месяц, в день ему бы хотелось, чтобы вы занимались любовью. Не только от себя, вы, естественно, также скажите свое мнение. Ну, допустим, смоделируем ситуацию, муж и жена. Муж говорит, мне бы хотелось, чтобы мы занимались любовью, допустим, 4 раза в неделю. А женщина отвечает, а мне бы хотелось заниматься любовью 2 раза в неделю. И ее бы это устраивало, и для нее было бы это нормально. И тогда у нас мужчина хочет 4 раза в неделю, женщина хочет 2 раза в неделю. И тогда тут важно находить компромисс, разговаривать.
сделать так, чтобы какое-то число, допустим, 2, 3 или 4 раза число половых актов в неделю удовлетворяло каждого партнера. То есть тут либо мастурбация, опять же, для мужчины, либо женщина где-то немножко уступит, либо мужчина, наоборот, уступит. То есть тут, опять же, самое важное – это диалог. Вообще много проблем в семье. Из-за недоговоренности, из-за недосказанности. В интимной сфере очень проблем много. Много обид различных. И самое главное, это не таить злобу, не мстить потом, не говорить как-то пассивно-агрессивно, не выражать свои чувства, эмоции. А очень важно в процессе диалога разрешать эти проблемы, идти навстречу, открываться самому, доверять своему партнеру. Принимать его чувства, рассказывать о себе, рассказывать о своих чувствах, как вы думаете, чтобы создалась эта интимность, создалась это пространство, как сказать, это любовь между вами, это очень-очень важно. Это сейчас такие вот вещи, я говорю, которые с одной стороны очень элементарно простые, но с другой стороны в быту, на практике, по факту, это опять же говорю и по статистике, и по клиентам, по мужчинам, по женщинам, которые ко мне приходят. К сожалению, редко кто об этом говорит, редко кто начинает, потому что это очень тяжело на самом деле говорить о своих чувствах, выслушивать партнера. Быть заинтересован, что он чувствует, и как-то помочь ему, либо как-то помочь сгладить какие-то конфликты семейные. Вообще качественный секс, хороший, нормальный, качественный секс, он сглаживает очень много семейных конфликтов. Если там женщину что-то вас бесит, она вам говорит, там, не кидайте свои носки туда-то, не делай то-то, то-то. И после того, как вы утром либо вечером занялись сексом, то она вам это скажет совершенно в другой сфере, совершенно в другой манере, совершенно по-другому. Она вам это скажет из любви. Или даже вообще не обратит на это внимания. Она сама молча возьмет их и уберет. Ну, с носками сейчас такой элементарный пример. Как я уже сказал, качественный секс помогает решить очень много семейных проблем. Всяких недомолвок, недосказываний, обид. То есть стремитесь узнавать себя, стремитесь узнавать своего полового партнера, задавайте ему открытые вопросы, говорите о чувствах, знайте то, что мужчина и женщина это совершенно разные, как сказать, по физиологии, по возбуждению, по ощущениям, по сексу и так далее. Пытайтесь понять, пытайтесь создать эту интимность, пытайтесь создать эту связь любви между вами, чтобы был качественный секс, а качественный секс помогает семье развиваться, помогает семью сплотить, преодолеть различные финансовые, бытовые, социальные трудности, помогает идти вперед. Семья – это основа общества, ячейка, ну опять же тут все это прекрасно понимают. И для того, чтобы идти вперед вдвоем со своим партнером, мужем, женой, девушкой, парнем, там неважно, разговаривайте, общайтесь, спрашивайте о чувствах, заботьтесь не только о себе, не будьте эгоистом, но и о своей второй половинке, либо там, как вторая половинка, ну хотя она одна, мужчина и женщина, тут в принципе разницы нет, игра слов. Все, вот это был у меня основной посыл этого видео. Всем большое спасибо, если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях, я буду на них отвечать. Всего доброго, до свидания. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог, нейрокоуч. До свидания еще раз.